Где я? Эй! Эй! Есть тут кто-нибудь? Где я? На том свете. Че орешь? Где я? Где мы? На том свете, я ж тебе говорю. Ну чё зря человека пугать? Не на том свете. В морге пока. Вот он, Морган. Где мы? Я вас спрашиваю. Где мы? Чё кричите? Кто кричал? Простите, я что-то не могу понять. Это что здесь? Санаторий, Светлые горы. Что за шуточки? Вы что, всегда так шутите? Я вас серьезно спрашиваю. Иди ложись и жди команды, серьезно он спрашивает. Сейчас тебя будут серьезно спрашивать. Вы, простите, в каком звании? Я без очков плохо вижу. Я где-то оставил свои очки. Генерал-майор. Я вас не понимаю. Что вы все время так острите тут? Чтоб тихо было здесь. Братан, покурить не будет? Не будет. Не будет. Опять по пятницам пойдут свидания, и слезы горькие мои. Ложись, очкарь! Что ты волну поднял? Мы находимся в медвытрезвителе. Какого района, я правда не знаю. Кто знает, в каком мы районе? Районе. Я города-то не знаю. Слышь, сядь. Ты мне действуешь на нервы. Что? Что значит действуешь на нервы? Что значит сядь? А значит, не мельтеши перед глазами. А то я гляжу на тебя, мне всякие покойники в башку лезут. Но что я мог такого сделать? Чтоб меня не домой, а куда-то, бог знает куда. Что они там, совсем озверели, что ли? Вот ты понял, да? Убил человека, еще ходит и удивляется. О, тип-то. Что вы? Как это? Человека? Нет, шимпанзе. Че ты, дурочка-то, перед нами корчишь, а?
Ты же не на следствии пока, это потом. Перед следователем валяй Ваньку. Перед нами нечего. Да, Лило, ляпают тебе. Но ты напираешь, что неумышленно. Неумышленно, а то как бы того и не этого, а то оно... Да ладно. Человек был выпивший. Чего ты тут намекаешь? Того, этого. Он даже не помнит, как сюда попал. Да, теперь-то это не считается. Что был выпивший, что не был, один. Наоборот. Отягчающее мешок обстоятельства. За что ты человека под трамвай-то толкнул, а? Вы что? Что? Какого человека? Да тебе лучше знать, какого. Шли, спорили там про какие-то уравнения. Как раз ехал трамвай. Вот этот вот. Чух его под трамвай, того пополам. Жутко смотреть было. Народу сбежалось. Седой такой лежал. Он так вот головой к тротуару упал. Вторая половина под трамваем. И портфель вот так вот валяется. Ты видел, что ли? Я видел. А почему я здесь? Да потому что я сзади шел. Стали собирать свидетелей, заортачился, нагрубил милиционеру. Из-за какого вот уравнения человека под трамвай? Да что ж там в этом уравнении-то? Сели на лавочку, решили. Совсем одичал народ. Человека убить запросто. Минь! Минька! Миня! Минька! Минечка! Минька! Минька! Забей хряка моего! Делов-то. Минька! Ну, забил хряка-то! Не. Забить не забил, но харю начистил, что надо. А не убил ли я кого? Или свинья глаз выпила? Ты откуда будешь-то? Из окладихи. Куда тебя занесло? Что, тоже кого-нибудь убил? Не, он тещи всыпал. Или сосед поджег. Не, у меня теща хорошая. Ну, соседа поджег. Это неужели Мишки чего, а? Вот я же его свинье-то сулился глаз вышибить-то. Она ко мне повадилась в огород лазить. Я Мишке говорю, я ей глаз-то выбью. Она по кругу-то пойдет и к себе же в огород-то и придет, вот. А это ты точно рассчитал. Значит, она вышла из своего дома и пошла в твой огород. А у ей же косинус.
И вот она пошла и кругом, и придет же в свой огород. Ну? А будет думать, что в твоем. Так? Да она-то, пусть она что хочет, зараза, так себе и думает. Меня это не волнует. Мне главное, чтобы Мишка задумался. Неужто я все-таки ей выше в глаз, а? Да особо-то не переживай. За свинячий глаз много не дадут. Стеклянный могут заставить купить. Или Гринпис может наехать. Да. Кто? Не садись ко мне! Я тебя не знаю, первый раз вижу. Убийца. У тебя семья-то есть? Семья? Что? Вы что, разыгрываете меня, что ли? Как? А? Что? Что смотрите, а? Молодой еще. Хорошо, что молодой, не такой старый выйдет. Так-то ну так, но могут и того, и этого. Как посмотрят. Да какое примут решение? Из-за какого-то уравнения. Да, расстреляют. Ученого же толкнул. А? Ты кого по траве толкнул? Ученого? Откройте, пожалуйста! Ну, откройте! Мне спросить надо! Откройте! Что случилось? Что я сделал вчера? Я не помню. Откройте! Я не помню, что я сделал вчера. Почему они про какое-то... Скоро скажут, что сделал. Больше не стучай. Товарищи, ну что же вы? Ну, не мог же я человека под трамвай, а? Вот ты понял, Не мог. да? Вот хуже нет вот этих вот. Ну, что теперь психовать, а? Ну, сделал, все. Нет, он окружающим будет кишки мотать. На нервы действовать пала. Ляж, иди! Вспомнил! Я вспомнил! Никакой свиньи-то и не было. Я выехал трактором на асфальт. Потому что если проселком, там 7 верст. А если через асфальт, ну, маленько прихватить, так там совсем мало остается-то. Я же в баню спешил к Шурину. У меня с собой пузырь был портвейна, пузырь водки, а никакой свиньи-то и не было. Минуточку. Вот дает. Вылезай, тебе говорят. Бывали дни веселые, гулял я молодой, Нельзя чернил с белоглазой-то мешать. Всем лежать. Курева не просить. Магазин не провоцировать не положено. Здорово, Никитична. Что не в настроении? Опять тут. Тут, как поется девушке, где вы? Тут-то, тут-то. Я тут, тетя Нюр, не узнаешь? Опять жена привела. Че это жена привела? Меня привезли. Никитична, давай. По одному, у окошка вон, чтоб запаха не было. В порядке живой очереди. Я за тобой буду. Давай. После меня будете. Ты чего тут?
А ну отдай сейчас же, а то как огрею тряпкой, будешь ждать, как отнимать. Здоровый. В цирк иди, гири подымать, а обижать не смей. Спокойно, дядь Нюр. Не поднимай волну. Там у себя на зоне свои порядки устанавливать будешь. Здесь пока рано. Ты где? Здесь? Ага. На. Ну ладно, будешь за ним, а я уж за тобой. Нет, будешь там, где занял. Понял? Слышь ты, куришь? А? Нет. Нет. А ты? Я покурил бы. Покурил бы. А ты? Я бросил. У меня язва луковицы 12-перстной кишки. Все равно будешь. Сколько у тебя, тетя Нюр? По одной всем хватит. Дым-то кверху пускай. А то мне опять на вид поставят. Жалеешь тут вас. Дураков. Как ты сказал, луковица 12-перстной кишки? Ниша. Ниша. Да-да. Ниша. Язык выдумали. Я тут был недавно в поликлинике. Гляжу на дверях, читаю. Написано. Исследование моторной функции желудка. Мотор в желудке исследует. Слышь ты, Миша, не болтай, кури. Не один. Подними-ка ноги-то. Анна Никитична, Анна Никитична, а вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули? Под трамвай? Кого же? Когда? Вчера, вечером. Вы не знаете, было в районе Садовой какое-то движение, а? Да там всегда движение. Я имею в виду народ. Избегался. Да брось ты, чудак-человек. Разыграли тебя. Он лежит. Урка с кондитерской. Ну, кого ты можешь толкнуть? Хорошо, что тебя самого не толкнули. Ну что, очкарь, перетрухал? Гнида, блин. Сейчас подойду и дам пощечину. Сердуха, дайте мне пощечину. Ну, умоляю, ну вы ждали слова. А слово надо держать. Не то я обижусь и буду вас слишком долго метелить. Ну, мы ж с вами джентльмены. Вы дали слово. Совершенно верно. Слово надо держать. Но я плохо вижу ваше лицо. Мое лицо. Вот мое лицо. Вот эта вот окружность, это моя личность. В такую луну трудно промахнуться. Ну давай. Давай, я ж тебя разыграл, оскорбил как дуру. Ну могу еще, как тебя? Гнида! Вонючка ученая! Достаточно. От имени всех очкариков. Ты чего? Эй! Эй! Мужики! Хорошо, Гнедушка. Ну давай еще. Ну, давай. С другой стороны. Нет, этого вполне достаточно. Давай. Для заводу, чтоб я тебя разорвал! Ну. Давай. Только бы дожить до светлых дней. Только бы дожить.
Благодарю вас. Я бы схватился с этим орангутангом, если бы не очки. Я боксом занимался. Я без очков. Чего не поделили-то, а? Да с пьяну. Как дети малые. Господи. Только бы дожить до светлых дней. Только бы дожить. Как же я буду метелить, мама родимая. Ох, как же я буду метелить. Ой, только бы дожить до светлых дней. Только бы дожить до светлых дней. Только бы дожить. Любопытная вещь. Память до определенного момента. Все помню. Дальше провал. Ничего не помню. Все зависит от нервной системы. У кого какая нервная система. Вот ты, к примеру, сколько можешь выпить? Много. Нет, до шибачки. Вот сколько нужно, чтобы ты упал и не поднялся. Пол-литровку с полировкой. Вот. А я с 2 стаканов под стол лезу, потому что нервы. А я вот засосу 2 бутылки белой и не лягу. Ты. Я? Поговорите вот с товарищем. Однако курили. Унюхал. Откуда? Поговорите, да не врите. Это для статистики надо. Товарищи, я не корреспондент, не из газет. Я социолог. Все, что я вас спрошу, и все, что вы мне ответите, это никуда не пойдет. Никаких фельетонов никто писать не будет. Это нужно. Я объясню, в чем дело. Группа ученых, я в том числе, мы занимаемся истоками происхождения пьянства. Еще раз повторяю, ваши ответы никуда дальше моего блокнота не пойдут. Ну, в том смысле, что никак вам не повредят. Ну, начнем. Угу. Вот вы, например. Как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста. Я пока погожу. То есть? Я мало подзабыл. Пока полежу. Мне надо сосредоточиться. Что значит надо сосредоточиться? Что значит? Не-не-не, вы знаете, так у нас ничего не получится. Здесь надо по-другому. Мы сами попробуем, хорошо? А это ученый разговор? Это абсолютно ученый, не волнуйтесь. Вы просто назовите причины, которые побудили вас... А если их нету, причин-то? А? Чего их искать, если их нету? А? Ну как это нет? Причины, они всегда есть. Просто они не всегда очевидны нам самим. Вот вы, например. А ты вот у этого спроси. Вот у него. Что ж ты к работягам пристал, а? Или что? У интеллигенции нельзя, да? Ну почему же нельзя? Извольте, я расскажу. Правда, это очень глупо. Но я понимаю, это ведь нужно. Я готов. Делаем же мы ректоскопию. Чего? Ректоскопию, исследование. Несколько унизительное. Но когда человек болен и его лечат, то исследуется все. И, следовательно, ничего унизительного как раз нет. А, это когда... Да. Ну что ж, есть одна девушка, женщина, которая, я полагал, вскоре станет моей женой. Ну как? Классно? Проходи. Проходи. Серж, знакомьтесь. Я тебе говорила. Михаил Александрович. Серж. Кофе, коньяк?
Что предпочитаете? Абсент. Саш, посмотри там на кухне. Это кто? Знакомый? Как знакомый? Близко? Ну, я не понимаю, что значит близко? А, знакомый. Знаем мы таких знакомых. Держи карман шире. Да. В эту минуту мне, ей-богу, захотелось влепить ей пощечину. Абсента нет, есть виски, текила. Это что? Кто это? Ну, это мой старый знакомый. Друг, если угодно. А что? Мне казалось, что у нас не те отношения. А тебе что, было плохо со мной, да? Нет. Но я считал... Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Ты считал, что ты у меня единственный неповторимый? Что? Между нами все? Ну почему? Почему? Ты можешь приходить? По графику, что ли? Серж, Мишель, ну что ты? Не надо хамить. У тебя содовая, лед есть? Внизу в холодильнике. Я еще удивился тогда. Что же-то он не обижается, что вчера хозяином здесь был я? Это надо ж так вжиться в роль каких-то сверхсовременных людей. Это просто свинство какое-то. Какой-то промискуитет. Да, да. Подвинься. Серж. Прекрати. Прекрати. Михаил Александрович, текила. Я сам. Как съездили, интересно было? Да, недурно было. А кто был? Было Алка с Филькой, Йоська, еще двое. Ну, ты их не знаешь. А Юська один был? Йоська, да, был один. Михаил Александрович. Интересно. Почему же он был один? Ну, ты знаешь, бывает настроение побыть одному. Ну, а теперь как в рекламе. Лизни, пососи, надкуси, проглоти. Ну и что вы делали? Ну, что делали? Плохая погода. Резались преферанс. Нет, не дурно было. Знаешь, кто потом приехал? Кто? Сивый. 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 Подкатывает мерз. Выползает сивый. А Сивый один был? Да, он один был. Странно, что он сдурел, что ли? Один ездит. Простите, Михаил Александрович, а вы знаете Сивого? Ну, конечно. Ну, Сивый. Мерин такой. Сивый, сероватый. С ну, это... Подпаленный. Мишель, не надо хамить. Ну что ты?
Ну и еще что ли накатим? Со знакомством. Да уж. Обожаю. А? Это у вас что за сигареты? Не фонтан. А у вас что есть? Лучше? Да, я курю с сигарой. Я забыл дома. На органе. А у вас есть дома орган? Дома. Нет. Я играю на балалайке. И что, Сивый, как реагирует? Вы знаете, слушает и плачет. И что, Йосип тоже плачет? Ну? Да, Йосип. А что же вы такое играете, что они все плачут? Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Ты не шей мне, матушка, красный сарафан. А Сивый призы берет? Берет. Мишель, Все призы берет. Мишель, не надо хамить. А кто хамит? А никто не хамит. Мы разговариваем, общаемся. А что в Рио? Хорошо было? Много народу? А, нет, там сейчас не сезон. Дожди. А как Сивый себя ведет в полете? Не ржет? А то я тут недавно путешествовал с Вороным. Как он ржет. Сейчас ты у меня заржешь. Серж, Не волнуйся, Кэт. Привет, Не Фёма. волнуйся. Серж, не очень-то. мы с тобой пободаемся? Глупее не бывает. А как забрали-то? Видал? Промискутет. И все-таки, как вы здесь оказались? А попрошу документы. А зачем? Рассказывай ему. А кто вы такой? Послушайте, неужели вы думаете, что если бы я не имел права вас спрашивать, меня бы сюда пустили? А попрошу документы. У меня нет никаких документов. Нет. То есть есть какие-то? Ну, дома. А голову, извиняюсь, вы дома не оставили? Ну, подождите. Ну, хорошо. Я сейчас, я позову начальника отделения, и он вам все объяснит. Я действительно ученый. Не обманываю же я вас. Зачем мне это нужно? Да, зачем вам это нужно? Вот, наденьте форму и спрашивайте. Колонулся мальчик ученый. Не хотел бы я сидеть за одной партой с таким мальчиком. Наоборот, я бы хотел, чтобы такой мальчик под партой сидел. Да это действительно ученый. Ну, что вы думаете, что это, переодетый следователь? Да чушь это, никакой он не следователь. Я знаю эту группу социологов. Здравствуйте. Ну, кто тут самый требовательный? Кто требовал документы? Нет, дело не в том, кто. Вы им просто объясните, что... Да чего объяснять-то? Вы спрашиваете, а я присяду пока. Ну-ка. Пожалуйста.
Да нет, лучше бы вы им объяснили, что... Нет, ну спрашивайте, чего? Ну, хорошо. Ну, товарищи, кто расскажет? Да есть тут у нас духари, товарищ капитан. Вот он, духарь номер 1. Илья Муромец. Ничего не боится. Ладно, расскажу. Мне один черт. Позвольте. Про вчерашний случай? Да, именно. Как у вас было вчера? Жена у меня. Ну, как бы тебе сказать. Вечно у нее гости какие-то, мужики, бабенки всякие. Во, говоришь, причин никакой не было. Да не причина это. И не поэтому я вчера напился. Просто надоели они мне все. А жена работает? Ты не перебивай, а? Я сам все расскажу. А печенеги? Какие печенеги? Всех полупили. И печенегов, и французов, и немцев. Наливай давай. Салатик возьми. Ну, за победу. А французы первые на воздушном шаре полетели. Какие французы? Да какие французы? А Мондельфьеры? Да какие Мондельфьеры? Какие французы, блин? Мы еще за 200 лет на воздушном шаре поднимались. Ванька крикнутый. Радио мы, телек мы. Радио, телевизор, вертолеты, самолеты. И в космос мы русские первые полетели. И что надо? Вы как сюда попали? Я вас сейчас всех в стратосферу. Ну, пошли вон! Что здесь делаешь? Да. Ты что тут разошелся? Я сказал, вон! Я тебе что? Ой! Я сказал, вон! Ты что делаешь? Стратосфера! Так. Ой! Что ты молчишь? Что за рот? Прочь нас! Куда понес? Стратосферу! И если еще раз я всех... Ну ты сам напросился. Я тебя сейчас пожалею. Но я их выбросил с квартиры. Один в трусах был, а жена куда-то спряталась. Все перерыл, нету. Может, вышла куда. Ну, лег спать. Только заснул. Милиция пришла. Продолжай, я потом объясню. А вы выпивши были, когда пришли? Крепко. Это все? Все. Да нет, не все. Че значит не все? Все. А то, что ты людей не из своей квартиры выкинул. Вон они у меня сейчас сидят, эти люди. Как? Вваливается эдакий верзила и начинает выкидывать людей с их родной жилплощади. Представляешь состояние людей? Выселяют. Вот это да. Как же ты так? Это все из-за моей заразы.
Товарищ начальник, а что же теперь будет? Он же неумышленно. Что значит неумышленно? Учтите, никому никаких поблажек не будет. Вы продолжайте, продолжайте. Продолжим? Вы. А чего продолжать? Тоже сплошное недоразумение. Я друга пошел провожать. У меня друг живет в Хабаровске. Ну, приехал в командировку, не виделись давно, выпили. Потом эти сибиряки, знаете, они наскучают там, потом приезжают и давай фейерверки закатывать. Кошмар! Я ему говорю: Коля, я не сдюжу. А он только жутись машет вот так. Ну, пришло ему время уезжать, и тут мы наскочили на мину. Такое вышло, знаете, недоразумение. Такое недоразумение. Ну и люди, знаете, тоже. Вот кого проверять, просто поголовный опрос устроить. Такие, знаете ли, недотроги. Психованные все такие. Ну это главное. По-хорошему. Поезд до Хабаровска отправляется через 5 минут. Провожающих просьба освободить вагон. Держи деньгу. Боится. Мама не боится. Я нас бережет. Мы... Куда? Туда. Мы маму не боимся. Мы маму не боимся. Моя нас бережет. Мы маму не боимся. Маму. Здрасте. Здравствуйте. Вы что, тоже едете? Да, едем. Как это едем? А как же я? Ну что это? Что это за штучки? Коля, тихо, мы сейчас все выясним. Сейчас все проверим. Попрошу билеты. Слушай, Коля, они законно занимают свои места. Они идут домой. Мне сильно не нравятся эти штучки. Ну а как же я? Ну-ка, а ваш билетик? Можно? Пожалуйста. Ну я. Вы едете вчера, уважаемый. Как говорил мой друг, здесь явно кто-то третий лишний. Надо одного выкинуть из купе, ибо мне срочно надо ехать домой. Тихо, Коля, мы сейчас все уладим. Не надо шума. Мы сейчас выясним, кто не едет. Слушайте, кому не так срочно, а? Вы что, смеетесь? Мы все законно едем на своих билетах, и всем нам срочно нужно ехать. Вы на что намекаете? Что Николай Иванович пойдет до Хабаровска пешком? Вы ошибаетесь. Предлагаю жребий. Какой еще жребий? Давайте бросим жребий. Какой еще жребий? Ну ладно, хватит, мне это все. Посмотрите этого кондуктора, бригадира. Да что ты? Действительно. Тихо. Закрой дверь. Коля. Сейчас они у меня под лавкой поедут. Зайцами. Колечка, тихо.
Тихо, Коля, не надо шума. Вот вы сейчас потянулись к чемодану. Почему? Потому что я смотрю, какие-то бандиты пришли. Стоп! Возьмите свой чемодан. Выходите. Зачем с бандитами в одном купе ехать? Где его чемодан? Где твой чемодан? Где? Вот это? Что вы себе позволяете? Это моя сумка. А где его чемодан? Коля, Это твой чемодан? Что у тебя там, а? Да не вводи ты людей в заблуждение, ну. А, грабят его. Да кому нужен твой чемодан? Грабят! Вот такая история. Сплошное недоразумение. И что? Что теперь? О, ничего себе. Что? Что теперь-то, а? Что? Где сибиряк-то? Да не знаю я. Его вообще куда-то в другое место отвезли. А этот с чемоданом, по-моему, иностранец был. Одно может спасти, если вот этот вот с чемоданом окажется какой-нибудь шпион. Понял? И если бы его разоблачили. А вы? А мы не будем. Почему? Да не будем и все. Нарисуют вот такого вот. А у меня дочь в школу пошла. Хорошо и будет смотреть на такого папашу. Ну, понимаете, наука... Пусть наука занимается своим делом, а не бегает тут с вопросами по вытрезвителю. Делать, что ли, больше нечего. Ну, почему вы так-то? Да потому, что на Луну вы до сих пор не высадились, а по вытрезвителям бегаете. На Луну надо лететь, вот что. Взяли воду, рисуют, высмеивают, а на Луну кто полетит? Пушкин, да? Чем рисованием заниматься, лучше бы туда летели. Туда-то вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать вы рады. Без конца. Что вы бегаете? Что тут хорошего? Ничего тут хорошего нет. Хворают люди за свои деньги. А вы бегаете с вопросами туда, туда, да. У меня никакой истории не было. Я ручной. Вот карлик с оглоблей. Может быть, вы? Пап, посмотри, какие рыбы. Да-да. Ну как, ничего? Что ничего? Помнишь вчерашнее-то? С похмелья-то ничего. Чё глядишь? Глядит он. Ничего не было, да? Глядит, прям как Иисусик. Послушайте, вы, наверное, сами с похмелья. А что было вчера? Забыл. Почему забыл? А вчера был на работе. Да. И сколько же за такую работу платят? На работе он был. Еще стоит, рот разевает с похмелья. Сам, небось, еще не проспался. Где у вас директор? На месте. На месте? Где его место? А где положено, там и место. Директор ему. Подавай, где директор?
Директора подай. Видал? Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Пап, Ишь какая ты, плохая подай ему тетя. директора. Она неплохая, она... Пойдем. Что там, Клав? Чего он волну-то поднял? Да вот, директора требует. Вынь-то положь ему директора. Фон Барон. А вы директор? Я не директор, я зав. Отделом. А в чем дело? А вы понимаете, стою? И вдруг ни с того ни с сего начинает. Понимаете, а за что? Я скажу, за что? Ну, спокойнее, спокойнее. Понимаете, я вчера весь день работал. В вашем магазине не был. А она говорит, что я что-то натворил. А я в вашем магазине не был. Кто говорит? Вон, в рыбном отделе стоит. Ну и что она? Ну как, говорит, что я что-то натворил. А я в вашем магазине не был. Ну чего же вы так волнуетесь, если не вы натворили? Ну не вы, и все, да? Нет, ну как же, ну... Хамить начинают, обзываться. Как обзывается? Иисусик говорит. Извините, пойдемте посмотрим, что там выяснилось. Клава, ну что тут такое? Да вот напился вчера, наскандалил. Обзывал нас тут всяко. Слушайте, я в вашем магазине вчера не был. Понимаете, не был. Я в вашем магазине вчера не был. Ну, с ним что говорю? Не был я в вашем магазине. Ты видел его так? Не Не был. Я говорю, не был. Он все Она видели, мне тут, был. понимаете? Не был, хватит вам. Отпускайте. А я еще раз повторяю, я в вашем магазине не был. Они мне скандал приписывают. Хватит! Не был он в магазине. Каждый вечер тут соображают. Раз говорят, значит был. Пьянчуги. Вот так вот тебе был. Фон Барон. Кроха моя, неужели ты все понимаешь? Послушайте, мне нужно с вами поговорить. А о чем нам с тобой говорить? Скажите, а почему вступили за эту халду? Я действительно вчера не был в магазине. Ты проспись сперва. Понял? Поговорить. Поговоришь ты у меня в другом месте. Ты чего взбесился? Ты у меня сейчас взбесишься, подворотня чертова. Я тебе взбешусь. Как же так? Плащ этот. Что за манера? Что за проклятое желание угодничать перед каждым дерьмом всеми способами? Мы же сами расплодили этих хамов, сами. Никто их не завозил на парашютах, не забрасывал сами. Пора им укорот сделать. Слишком много они себе позволяют. Я совершенно с вами согласен, но это очень длительный процесс. Ведь мужик долго жил. Что осталось от мужика? Как же он жил? Что же делал в своей жизни? Неужели даже не понимает, что угодничать никак, никогда и нигде? Нехорошо, скверно. Как же можно так прожить и не знать этого? Отнеси домой, я сейчас приду. Привет, Санек. Здорово, мужики. О, здорово. Здорово. На. Держи. И еще? О, твоя бежит.
какие дяди-то? Мне Маша сказала, какие-то плохие дяди. Ну какие дяди-то? Ну что случилось? С кем ты поругался? Да на тебе ж лица нет. Сашенька, ну где ты был? Ну где ты сказал в магазин пойдешь? Где ты был? Сашенька, пойдем домой, пожалуйста. Пойдем, милый, пойдем. 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 Там малышки ждут. Я их одних дома оставила. Сашенька, родной мой, ну ты о нас-то подумай. Ну неужели тебе нас-то не жалко? Сашенька. Иди, я сейчас приду. Давай я лучше на ворота встану, а ты мне побьешь. Давай. Закуси. Ну, а дальше-то что? Сюда как? Это конец. Конец. Буду притворяться, что живу, чувствую, работаю. Я могу чем-нибудь помочь? Душу унять можете? Я могу. Я могу. Я спец по душе. Я сантехником работаю. Ночью в бойлерной, по ночам. Так, и что ночь? Вы с зубами-то куда ночью бежите? Круглосуточно? Да. А с душой? Я не понимаю. Не улавливаю. Ко мне. Идут в бойлерную. С душой ко мне. А, выпить. Не совсем. Выпить. Конечно, и выпить, но тут гораздо все сложнее. Ну, хорошо. Вот положим, как было вчера. Вы помните, как это было? Вчера. О! Николай Семенович, здравствуй. Здорово, Максимыч, здорово. Коньячку-то моего или моего разведенного? Давай коньячку. Хорошо у тебя тут, а? В напарники возьмешь? А что смеешься? Да насчет напарника. Оклад у нас не тот. Да нет больше окладов. Конец оклада. Неужто разжаловали? Как же это? Уволили. Дадут, конечно, какую-нибудь должностишку, но... И богу мне у тебя здесь нравится. Сколько ты здесь получаешь? Хотя, ай, чушь все это, давай. Одного не понимаю. Ну, не справляюсь. Так скажи. Скажи. Нет, надо предлог найти. Скажи прямо, я ж пойму. Нет, обязательно надо предлог. Какой же предлог? Да самый, что ни на есть, дурацкий. Злоупотребление служебной машиной. Жена куда-нибудь ездила? Да нет, сам. Вызвал в воскресенье, вот просто так. Проехал километров 1,5 по северной дороге. Вздохнуть пару раз воздухом, понимаешь? Вздохнул. Шофер наябедничал. Расписал писак. А ежели мне сосредоточиться надо?
Если я в движении, так мне и думается лучше. Поехал бы на своем, на джипе, а я бы вон сел на любую электричку и сосредотачивайся, сколько влезет. Вы вот, начальство, тоже дурные какие-то бываете. Нет, чтобы скромностью своей людям-то в нос-то тыкать. Ну вот, мол, большой человек, а с вами, со всеми, с маленькими, здороваюсь. А то и остановись, и спроси, как дела? Тебе их дела 100 лет снились. Да? А ты все равно спроси. Мало того, ты головой вот так вот покивай. Угу. Так. Да. Да куда вам? До вас не допрыгнешь. Ну, давай. Да некогда, Максимыч, головой-то кивать. Некогда. Но зато теперь будет время. Вот попрут на пенсию. Давай. Нет. Это еще бабка надвое сказал. Это еще уравнение с 3 неизвестными. Все равно не умеете. Не умеете начальствовать. Вот сделай меня какой-нибудь самой маленькой шишкой. Ты бы увидел сразу, какой бы я стал вежливый, какой культурный. Да. Ну как, товарищи? Как настроение? Смотрите, мне не вешать носа. Я такие штучки отпускал. А чего не пошутить-то с людьми? Ежели тебе живется-то лучше ихнего, а? А ежели зазевался какой Пилипенко, к примеру, Николай Семенович, плохо работает, сукин сын, больше курит. Я бы его так пальчиком. Ну-ка, Пилипенко, на минуточку. Ты как считаешь, Пилипенко, процветает наше Отечество с такими работниками, как ты? А? Или нет? Ты, возможно, думаешь, что процветает, а я вот думаю, нет. Застрянем мы с такими работниками где-нибудь на полпути. Давай, голубчик, давай. Бросай курить. Ну? И за дело. Вот как надо. Спокойно, с улыбочкой. Видишь, я и голос не повысил. И работу наладил. А захотел я свежим воздухом подышать. Я поклал в чемодан коньячок, балычок, там и корку, осетринку ГК, да и махнул бы на дальнюю дачу. Потому как на ближней засветиться можно. А там и куролесь, и дыши, сосредотачивайся. Мочалок можно прихватить для зверств. Да не то ты говоришь, Максимыч, не то. А вон еще один шлепает с тросточкой. Кто такой? Профессор. Труды пишет. Серьезный мужик. А сам как ребенок. Золотой человек. Женился недавно на молодой. Не могу больше. Максимыч, не могу. Портвишку или чего покрепче? Портвишку, как всегда. Ну, проходи. Садись. Здрасте. Здравствуй. Не могу, мой дорогой. Максим, честное слово, я больше не могу. Ну-ка. Да. Вот, подмягни. Вот. Шоколадкой закуси. Допекла. Сколько энергии! Ей звонят. Есть норковая шубка, 5500 долларов. Достань, говорит, звонит мне в университет. А где их достану? Где достану? Возьми у профессоров. У кого? Зеленых долларов? Ни у кого из профессоров не может быть этих денег и...
никогда и не может быть. Конечно. Господи. И потом идет ученый совет. Что, мне со шляпой по кругу ходить? Она кричит. Трубку кричит. Вообще-то она стоит 6500. Это все по знакомству. Ведь привезли из Италии. Без растаможки. Достань 1500. А 4 есть, что ли, уже? Есть. Ну, есть. это же легче. Да. Ну, что делать? Что делать? Что делать? Истерика. Главная истерика. Она меня с ума сведет. Максимыч, что делать? Что делать? Михалыч, это тебе наказание. Да. Ну, куда тебе, пожилому человеку, нужно было жениться на ней? А? Да. Да и 37, сколько? Чуть ли не 40 лет разница. Ну, умная ты голова. Да. Разве это нормально? Да. Нет, это ненормально. Ну вот. Это ненормально. Ну? Да, это наказание. Это наказание. Но я боялся остаться в одиночестве. Мало тебе старух? Ну, а это тоже со старухами. Для чего она ему старуха? Ну, обед готовит, подметет. Подметет. Ерунду какой-то ты поришь. Ну, это-то ему для чего? Ё-моё. Достань 1500. Это все равно, что достань жеребца племенного. Жеребца. Да как бы жеребца, тогда бы шуба не нужна. Известное дело. Слушай, ты какой-то, кажется, крупный начальник, за тобой приезжает черная машина. Да. Мне нужна. Мне очень нужна норковая шубка. Дай мне 1500. 1500. Дай мне 1500. Через месяц верну. У меня книга выходит. Даже если бы у меня были эти деньги, я бы все равно их вам не дал бы. Почему? Потому что ваша жена одета не хуже моей, я видел. Какого рожна ей еще надо? Но она хочет. Она хочет иметь норковую шубку. А больше она ничего не хочет? Адрин большой вот по этому месту не хочет? Любую рукопись отдам. Самую древнюю рукопись отдам. Слово о полку Игореве, если бы имел, тоже отдал бы. Только бы не слышать этого визга, этой истерики. Все отдал бы. Только наличными. Наличными и завтра до 11 утра. Я полбиблиотеки отдам. Да, у меня уникальная библиотека. Хотите? Хотите? Профессор. Я душу запродам дьяволу. Только б не слышать этого визга. Стоп! Вы, конечно, тут умные, ученые, я-то дурак, я 27 лет не учился. Подожди, кто тебе сказал, что ты дурак? Я лапать. Я сам лапать. Это в каком смысле лапать? В смысле происхождения? Да. Где я тоже лапать. За нас. За лапти. Да. Аккуратней, Максим. Я лапать вы хромовые сапоги. Но я зато умею успокаивать истерики. Я специалист по истерикам. Пойди успокой. За 2 минуты. Как? Если кто-нибудь ее уразумел бы, кто-нибудь уразумел бы ее. Напиши мне некоторые культурные слова. Напишите мне. Я с них начну, чтобы она не успела дверь закрыть.
Да. Напишите. Кто, Пиши. я? Да. Ну, Как ее давай. зовут, а? Надежда Сергеевна. Надежда Сергеевна. Ну, мы составили бумагу. Там были хорошие слова. Я пошел. Что надо? Вас. На одну минуту. Время пошло. Надежда Сергеевна. Уважаемая Надежда Сергеевна, неужели вы какая-то норковая шуба способна заменить человеку счастье? Надежда Сергеевна, мы пока не можем всех одеть в норковую шубу. Но неужели вы не видите других достижений? Неужели вы не видите неужели вы не знаете, что истинно богат тот человек, который довольствуется тем, что имеет? Да. Классик Толстой, Лев Николаевич, граф, а другой умный мыслитель Франсуа Даларош, Фука. Фука! Ау! Фука! Вот сука. Да надо, а? Сволочь, открой! 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 Тварь! От гад! Открой, я тебе сказала, открой! Ты сволочь! От гад, а? Какая же ты сволочь! Какая же ты скотина! Надежда Сергеевна, тварь поганая! А? А чего ж она вызвала милицию? Ты же говоришь, там были хорошие слова. Я от себя стал добавлять малость. Оскорблять начали. Ну как? Ну, говорил, что, наверное, оскорблял. Малость. Малость. Все стоял и добавлял, пока они от отделения до дома ехали. Ты все стоял и добавлял. Вообще-то непонятно, чего она обиделась. Я ж ей правду, всю правду. Она еще в таком виде была. Непонятно. Мне совсем непонятно, чего обиделась. Непонятно? Вот у меня непонятно. Как это? А вот так это. Я вообще ювелир. А сосед мой с верхней квартиры, закройщик, говорит, что я трепач, барахло. Не знаю, что вчера на меня накатило. Брат ко мне приехал, он военный, проездом в отпуск. Ну, и посидели немножко, так, поговорили, повспоминали.
детство свое вспомнил. Мамку. И вы знаете, так на душе тепло было, хорошо, тихо. И тут у соседа наверху этого закройщика с верхней квартиры задвигались стульями, заходили. Я не выдержал. На меня как накатило. Вспомнил все его обидные слова. Трепач, барахло, все его кляузы на меня. И пошел его арестовывать. Во! Что значит арестовывать? Натурально арестовывать. Надел военную форму родного брата и пошел брать этого закройщика. Ну что не говори, жениться по любви не может ни один король, не может ни один король. Я женюсь, Луис сказал, но сбежались тут соседи короли. Кто это? Да телеграмма, наверное. Ну, открой. Сыр. Вы, собственно, что? Именем Уголовного кодекса. Собирайтесь. А что такое? Как это? Стой! Что такое? А ордер у вас есть? У меня орден есть. Орден? Мне надоела ваша возня. Что у вас за концерты каждую ночь? Ты же ювелир. Чего ты? Молчать! Для вас я был ювелир. Поэтому терпел все ваши концерты. Сколько заявлений вы на меня написали? Да я это... Сколько? 2. Оба ваших заявления попадали ко мне на стол. Я ходил с ними в одно место. И за оба заявления получал благодарность за то, что хорошо притворяюсь. Ясно? Вы что думали, с вами в дурульки играют? Собирайтесь. А что я такого сделал? Куда мне собираться-то? Нам известно про всю вашу деятельность. Да какую деятельность? Сесть! Сидеть! Нам известно даже, что вам неизвестно. Ордер у вас есть? Орден у меня есть. А за вас еще один дадут. Так. С арестом я, кажется, подожду. Вы знаете армяна, на углу, который сидит такой здоровый? Знаю. Вот. Будете подходить к нему каждое утро и спрашивать только тихо. У вас продается славянский шкаф из карельской березы. Армян будет орать, нервничать, не обращайте внимания. Полезет драться, терпите, нам его надо расколоть. Он много знал. Я с таким делом не связываюсь. Я не умею. Что значит не связываюсь? Что значит не умею? Никто не умеет. Не умеешь — научим. Не хочешь — заставим. Спрашивать каждый день, но об этом никому. Ясно? Я с Рубинин был хорошо придумал. Вот если бы за ним до конца. Вот так ли бы получился. Армянину устроил славянский шкаф.
Не надо было орать на него. Он же, да еще выпивший. Он же, конечно, заметил. Что-то у вас китель великоват. Да и брюки. Молчать! Ваши документы. Ордер на стол! Сидеть! А ну-ка, Нина, закрой дверь на ключ. Поговорим в другом месте. Нина, вызывай милицию! Прекратите преступление! Видел? Шишка какая? С яйцо. Да, дела. Ну, ведь это же запугивание. Шантаж. Не надо вот этих ваших слов. Слов этих ваших не надо. Шутка, а не шантаж. Юмореска. Все, не могу. Сейчас всех буду метелить за вранье. Хоть бы врали, Пала, как люди, а то врут. Шутки, юморески. Для того все вежливые, культурные, зубы ломит. Шмакодявки. Шкуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей. Но ты смелый. Закрой сифон. Сам ты как здесь оказался? А чем мне скрывать? Напугал, что ли, Пала? Я тебе все без науки скажу. Выпил, не хватило. Вышел на улицу, попросил у одной пьяной шляпы часы в долг. Ха, это называется ограбил, а не попросил. Ты мне чужую статью не шей, понял? Я не сказал отдай, я сказал гражданин. Одолжи мне свои бока, я не сказал отдай. Понял? Как? Как? Что как? Как вы сказали, бока? Да, я сказал бока. Некоторые часы называют бока, некоторые бачата. Когда золотые, значит рыжие. Извините, скажите, а у вас очки с какой диоптрии? -6, а что? Можно? Пожалуйста. Позвольте. Спасибо. О, хорошо. Та пьяная шляпа, это был я. Шачкарь. Встать! Да что ж ты пришился, твою маму? Это был я. Я вспомнил эти ваши идиотские бока. Что вы отняли у меня часы, Ланжин, это я понимаю. Такой рожей дарить, например, часы, нелепо. Но зачем вы меня еще ударили? Какие часы? Что ты пришился? Гришаков. 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 Ковалев. Ковалев. Я. Дежурному. В простынях прямо, там переоденетесь. Извините, а очки-то? Простите. Благодарю. Не за что. Вы тоже собираетесь? Скоро поедем в суд.
крошка. Родная. Может, вы когда-нибудь будете жить по-человечески. Пап, смотри, утки. Да? Иди.